Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Edgar Madaminov. Я рад приветствовать вас на своем канале Edgar's USA Live. Как я вам обещал, я сегодня хочу взять интервью у жителя Соединенных Штатов Америки, услышать его мнение о выборах, об итогах выборов. У нас сегодня в гостях Джефф. Hello, Jeff. Hello, Edgar. Мой первый вопрос. Скажи, пожалуйста, Джефф, ты родился в Америке или ты переехал сюда, в Америку? И где ты живешь именно в Соединенных Штатах Америки? Can you tell us, please, if you were born in US or you came to US and later became a citizen, and where do you live right now? I'm an American citizen by birth for 60 years, and I live in New York City. Я американец, я здесь родился и живу в городе Нью-Йорк-Сити уже 60 лет. Джефф, скажи, пожалуйста, вот ты, наверное, в курсе, что недавно были выборы, новый президент — это Трамп. Участвовал ли ты в этих выборах? You know that there was election, and did you participate in the election? Yes, I voted. Да, я голосовал. Джефф, такой вопрос. Люди, мои зрители, мои знакомые интересуются, что будет дальше, вроде бы выбрали Трампа. Во-первых, мой вопрос, скажи мне, как в Америке выбирают президента и что ожидать от этих выборов, от этого нового президента? A lot of my friends are interested in what is expected because Trump was elected for a president position in the United States, and he would like to know what to expect for in the future. Mm-hmm. Well, the president-elect is a Republican. The sitting president, Obama, is a Democrat. Президента, которого вы выбрали в этом году, он республикан, и наш президент на данный момент Барак Обама, он демократ. That means you're going to see a very big change in policy. Это говорит о том, что будет большое изменение в политике Соединенных Штатов Америки. And the reason for this is because both parties have different political philosophies. И причина этому, что две палаты, то есть политики, у них политика разная. У демократов и у республиканцев у них политическая философия и совсем разная. Take immigration, for example, okay? Barack Obama, as a Democrat, wanted open borders, and we will interview very carefully everybody who comes in to make sure that they are good. Например, в сфере иммиграции, значит, точка зрения демократов или их политика заключается в том, что значит, президент Барак Обама хотел, чтобы каждый иммигрант, входящий в Соединенные Штаты, он должен быть проверен хорошенечко и тогда и получить визу, то есть открыть границы для иммигрантов. Trump, on the other hand, being a Republican, believes in strong defense and closed borders. Будущий президент Трамп, он верит в сильную защиту и он хочет закрыть границу. For example, the Syrians, they want to come in 40,000 of them. Hillary Clinton wanted to allow them in and to vet them or interview them to make sure that they could clear and come into the country. Значит, Хиллари Клинтон
которая участвовала в выборах, которая не стала президентом. Она хотела открыть дорогу сирийцам и проверить их всех, и дать им возможность жить и работать в Соединенных Штатах. Trump, on the other hand, wants to limit the number that comes in. Трамп, президент Трамп, будущий, он не хочет иммигрантов, он хочет ограничить количество людей, входящих в Соединенные Штаты. Джефф, значит ли вот это то, что сейчас выбрали Трампа? Первый мой вопрос: какого числа он вступает, как говорится, в свою должность президента? И второй вопрос: значит ли это то, что ситуация с получением виз и миграцией в Америку будет усложнена? Будет труднее получить визу и тому подобное? So my question is, when president-elect becomes a president, and do you think it would be difficult to even apply for visa in the United States? Applying for a visa is difficult under normal conditions. Now, since 9/11 and since the growth of ISIS, it's more difficult. Значит, получить визу в Соединенные Штаты, вообще приехать в Соединенные Штаты, и так тяжело, особенно после 11 сентября, происшествия, терроризма, которое произошло 11 сентября, стало намного тяжелее получить визу. И we know that 99% of the people who come here for a better life, to work. И он говорит, что мы знаем, что люди, которые хотят приехать сюда, они обычно мигрируют в Соединенные Штаты, чтобы получить намного лучшую жизнь здесь. The Republicans, on the other hand, generalize because one person commits a crime, is a terrorist, a criminal, comes here and commits a crime. They see everybody that way and say, oh, we have to keep them out. Республиканы, их политика заключается в том, что если один иммигрант стал криминалом, совершил криминальный акт, то мы должны из этого делать вывод, то, что все они плохие, все иммигранты могут быть потенциальными криминалистами. Джефф, я правильно понял, что ситуация с получением виз будет намного еще больше ужесточена? Как ты считаешь? Значит, so in my understanding, it will be, based on what you say, it will be more difficult to obtain a U.S. visa. It probably will be more difficult. Anyone who's already in this country, who's an illegal immigrant and has committed a crime, he's in prison, his policy is to throw him out and send him back to his country because we don't want to support them in prison. Okay. Jeff, tell me, when Trump sit in president chair, date, I mean, когда он именно сядет за президентское кресло? When president-elect will become a president, when it is effective? He takes the oath of office in January. So Obama's last days in office are in late December. Президент Обама, его последний день в офисе, значит, в конце декабря, и Дональд Трамп будет брать клятву, делать клятву в начале января, значит, с января месяца. Джефф, скажи, пожалуйста, вот сейчас демократы
это правда ли, то, что сейчас сила республиканцев будет, как говорится, голос республиканцев будет намного сильнее, так как в партии республиканцев больше, президент республиканец, то есть демократы потеряют, как ты думаешь, демократы совсем ничего не смогут, какой-нибудь закон внести и продвинуть его? Jeff, so do you think, because in the office there are more Republicans today, do you think it will be more difficult for Democrats to vote for certain laws? Definitely. The sitting president will be a Republican, and he has a majority in the House of Representatives, the people who make laws and the people who define policy. So it will be more difficult for Democrats to fight them. And going back to your original question, it will be more difficult, most probably, this is my opinion, it'll be more difficult for people to get visas because of this. Да, я считаю, что демократам будет намного тяжелее во многих вопросах, особенно голосовать за какой-то закон. И в этом деле республиканы, они имеют больше силы голоса. Джефф, вот демократы, ну, мы, как бы, наверное, многие зрители знают, демократы, они как бы за средний класс, республиканцы, как бы, да, за именно страну. Вот как ты считаешь, республиканцы, они усложнят жизнь людям, которые учатся в университете, то есть жизнь этих людей будет намного сложнее тех людей, которые приехали для учебы, для работы или которые хотят это сделать в будущем? So, since we know that the Republicans are for government and Democrats are for nation, do you think... No, the other way around. Republic- Democrats For nation. believe in a centralized government. The government should be more involved in the lives of people, creating jobs. Obamacare is a perfect example of that. То есть демократы, их политика основывается на том, что государство должно вкладывать, значит, в нацию, а республиканы, они верят в то, что государство должно вкладывать в людей высшего класса, которые могут открыть больше позиций для работы. While Republicans put the country first. Everything has to do with the country's defense, the country's economy, all of these things. Democrats believe in the people. Республиканы, они верят в то, что государство должно вкладывать, то есть в государство, а не в людей, не в людей, которые живут в этом государстве. So a Democrat will raise your taxes in order to create more jobs by building training centers, for example. Значит, он, ну, тут, например, демократы, они верят в то, что нужно повысить таксы всех жителей и использовать таксы, то есть налоги, и использовать эти налоги в качестве капитала, который должен быть использован, чтобы строить школы и заведения, которые откроют больше работ, и чтобы люди могли больше работать и иметь работы. Well, Republicans cut your taxes so that the people at the top, the wealthy people who have the businesses and the corporations, can then keep more money and expand their businesses and hire more people. Значит,
республиканы, они верят в то, что налогов должно быть меньше, и вот эти вот налоги, которые не снимаются у богатых людей, ну, соответственно, и у небогатых людей, вот эти вот налоги должны быть использованы для того, чтобы большие корпорации внесли эти деньги в их бизнес и расширили этот бизнес, и также открыли больше работ. То есть, Джефф, получается, сам Трамп бизнесмен, шоумен, то есть он уже был банкротом 6 раз. Он обанкротит еще раз страну? Как ты думаешь? You think that Trump, who is a showman, who is a businessman, who has filed bankruptcies many times, do you think he will cause bankruptcy in US? Well, to bankrupt our system, in other words, for the country to go through a depression, it's not that easy. What he did in private, that he was able to go bankrupt 6 times and start anew, is something different. But it shows that even as a businessman, the reason he succeeded was because he was able to wipe the slate clean and start again. He was able to erase his debts, what he owed, and start again. Значит, Трамп, он, конечно, обанкротить страну будет совсем нелегко, но это показывает, что как бизнесмен, тот факт, то, что он давал на банкротство несколько раз, показывает то, что он мог просто взять и все свои долги закрыть, показывая, что он обанкротился. Many people thought he would be good for the American economy because he's a businessman. But you can't run the country like a business. Многие люди подумали, что потому что он бизнесмен, он сможет поднять экономику, но ты не можешь владеть страной со своим знанием бизнеса. То есть здесь есть политика и все такое. When you're the head of the business, you're the boss. You do what you want. He did what he wanted. As far as the economy is concerned, he has to govern. He has to go through the House of Representatives. He can't do what he wants. Okay? When he was a businessman, he did what he wanted. He was in charge. As the president, he has to ask for permission from the Congress, the Senate. Как бизнесмен он мог делать все, что хотел со своим бизнесом, потому что это его бизнес, но как президент он не сможет делать все, что хотел он, все, что он делал со своим бизнесом, он не сможет сделать то же самое в стране, потому что у него не хватит сил. Ему нужно будет все законы провести через Конгресс, который имеет демократов и республиканцев. As a businessman, he had all the power. As a president, he has to divide it. He has to. His power is limited. Как бизнесмен у него была вся сила в его руках, а как президент его сила разделена на три. Честь, я понял. То есть, Джефф, скажи, вот, получается, у него сейчас будет сила, то есть есть Конгресс, да, есть какая-то еще одна сила, третья это президент, Конгресс, третья сила. Нам, многим зрителям тоже наверняка интересно, а вот чемоданчик, который у него будет, как ты думаешь, он его использует? Как бы, я имею в виду именно в плане ядерной войны. Как ты думаешь, это возможно с его полномочиями в использовании этой кнопки? He's the chief. He's a chief executive and also
in military, commander-in-chief. Yes, he's a commander-in-chief of a military, right? And do you think he will use that power, to press the button, basically, against other countries? That's something Trump has been accused of. His personality is such that he doesn't seem to be a patient man who thinks first. He said many crazy things during the campaign that shows he's impulsive. Hopefully, he won't be impulsive that way. He won't be macho, and he won't get into confrontations with other countries. В прошлом его многие интервью показывают, что он импульсивный, что он делает поспешные решения, и я надеюсь, что он не будет таким во время такого важного вопроса, как нажать на кнопочку, и надеемся, что ему будет помогать в этом, то есть я понял. Не давать такую реакцию. Я понял. Джефф, also, if he was to do that, it depends on who he does that against. He's not going to do that with Russia. Russia has a lot of nuclear weapons. We would have mutual destruction. We would destroy them, they would destroy us, and that's it. Это тоже зависит от того, против кого он будет воевать. И если он сделает это с Россией, Россия, как говорится, она, то есть... В ответ. Да, в ответ ответит так же, и, короче, оба стороны принесут большой ущерб друг другу. Всему миру. Да. Я понял. Yeah. Джефф, я думаю, что это наша другая тема для интервью. Чтобы сильно не было длинным интервью, я бы хотел задать тебе последний вопрос. Last question. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотел сказать людям, моим подписчикам, зрителям, что бы ты хотел им пожелать, что бы ты хотел им сказать? Будь добр. Just to avoid this interview being way too long, I have another last question. What would you wish, recommend, suggest to my friends, and what advice would you give to my friends, basically? I would give your friends this advice, that they should keep their eyes and ears open. Я советую, чтобы твои друзья, были всегда уведомленными, всегда смотрели вокруг, изучали все, были уведомленными о политике. That they should get as much objective information about what's happening here, especially to pay attention to immigration reform. Они должны слушать объективные новости, быть уведомлены в сфере иммиграции. And that they never feel that they don't have a voice. И никогда не чувствовать, что у них нет права голоса. And they should not hesitate to write a letter to their councilman, assemblyman, mayor, congressman, senator, whoever. Congressman and senator are the two strongest. They should not hesitate to write a letter, okay, in which they voice their fears about immigration reform. Они должны, если они чувствуют какой-то страх, то они не должны воздержать себя от того, чтобы написать письмо в Конгресс, сенатору и выразить свой страх и дать государству знать, как они чувствуют и что они чувствуют. And not to forget that whether you're here on a work visa or student visa, whether you are or not a citizen of the country, okay, that you have a voice because you're living here,
You're working here and you're paying taxes. Если вы живете здесь, работаете, независимо, если вы гражданин Соединенных Штатов Америки, у вас есть право на мнение, на голос, и выражайте его. You are part of the process of the American process. You're a citizen. Вы тоже часть Америки, вы часть американской системы, и у вас есть право на то, чтобы выразить свое мнение. You're just as much an American as I am. И вы такие же американцы, хоть и не гражданины, но вы такие же американцы, как и я. Спасибо, Джефф. Я думаю, что на второе интервью ты не откажешься, если я попрошу тебя. Спасибо тебе большое. Thank you, Jeff. I hope you will agree for a follow-up or second interview with you. We would be looking forward for it. Thank you for having me, and it's my pleasure to help put the information out there that everybody needs to feel comfortable in our country. Спасибо за то, что дали возможность, чтобы выразить свое мнение и дать информацию людям, которые не совсем знакомы с системой, и помочь им почувствовать себя комфортно. Спасибо, дорогие друзья. Итак, с нами был Джефф, американец по рождению, который живет в Куинсе. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что будут вопросы, мы с Джеффом еще встретимся и ответим на них. Thank you very much. We are all brothers. Это правда. Мы все братья. Thank you very much.